коллективная амнезия – выборочное упущение. Коллективная амнезия – выборочное упущение – это искажение памяти, когда группа, государство, СМИ, общественное мнение работает над тем, чтобы были забыты травмирующие воспоминания, скрыты определенные действия или реалии истории, чтобы можно было привести их в соответствие со стереотипами и ценностями местной самобытности. Это выражение часто используется для послевоенного переписывания истории более последовательным образом в соответствии с местными стереотипами и моральными ценностями, которые могут включать отрицание зверств войны. Люди могут забыть о зверствах своей стороны или предположить, что они были совершены противоположной стороной, в то время как зверства другой стороны свободно раскрываются. В общем, факты зверств войны с одной стороны часто замалчиваются или приписываются другим, выборочное упущение, в то время как противники свободно осуждаются. В целом, когда вспоминаешь что-то из своего прошлого, легче вспомнить события, которые связаны с важным событием, изменившим жизнь. Исследования, проведенные Норманом Брауном, Питером Ли и другими, проверили гипотезу о том, что память организована на основе событий, изменяющих жизнь, за счет того, что участники вспоминали воспоминания с исторически определенными автобиографическими периодами. В общем, люди используют исторические события для датировки своих воспоминаний. Однако какие события они используют и как они решают их использовать, еще предстоит изучать и определять. Коллективная амнезия тесно связана с вопросами идентичности и, как правило, сопровождается повышенной способностью к запоминанию и воспроизведению информации, связанной с жестокостью и страданием, от которых пострадало определенное сообщество, и фактами, которые считаются положительными в истории: победа, помощь преследуемым, культурное, социальное или экономическое развитие, международное влияние. Французский философ Морис Хальбвакс или Альбвакс и австрийский психолог Зигмунд Фрейд или Фройд утверждают, что коллективная память, как и индивидуальная или семейная, естественно предвзята в пользу забвения негативных воспоминаний с тенденцией сохранять позитивный образ прошлого. В области коллективной памяти коллективная память – это представление о прошлом, разделяемое и конструируемое членами социальной группы, известны процессы забвения, сохранения, поддержания и восстановления травмирующей памяти. В определенных странах преступления, совершенные в отношении определенного сообщества, являются табу в учебниках истории. Историки, которых осуждают, подвергаются преследованиям или цензуре, даже осуждаются в суде за посягательство на память или достоинство нации. В определенных странах наоборот. Все рассматривается кратко и наглядно. Коллективная амнезия проявляется во многих общественных мнениях, но государство часто играет важную роль в пропаганде, с одной стороны, упрощая и вмешиваясь в начальное образование в ситуацию ребенка в возрасте, когда критический настрой его еще не сформирован, и когда ребенок сентиментально, внутренне, интуитивно придерживается тех ориентиров, которые ему преподносят. С другой стороны, направляя средства массовой информации, возможно, используя цензуру, но также с момента раскрытия веса средств массовой информации в войне во Вьетнаме, другие скрытые средства, такие как агитроп, сокращение от слов агитация и пропаганда, или астротурфинг, маскировка искусственной общественной поддержки под общественную инициативу, а также запрет на доступ журналистов в определенные места, запрет на фотографирование и так далее. Даже если солдаты, агенты различных политических режимов и жертвы насилия или преследований часто бывают шокированы боевыми действиями, и у них развиваются посттравматические неврозы, многие, как правило, просто хотят забыть все, чтобы сохранить свое повседневное равновесие. А еще чаще оправдывают свои действия или бездействия апостериори соображениями, касающимися контекста ситуации, их знания фактов в то время. Например, послевоенная Франция в течение 40 лет строила устойчивую, стойкую идентичность внутри страны, по ее собственному мнению, преуменьшая и скрывая действия режима Виши, идентичность международной великой державы и страны-победительницы, усиливая свои действия на стороне союзников, а также преуменьшая и скрывая военные и полицейские действия Виши. Это надолго определило как мнение, так и внешнюю политику Франции. Таких примеров очень много.
отрицание и военная амнезия, по-видимому, представляют собой желание не видеть тот или иной нелестный аспект для коллективной идентичности. Например, нанкинская резня, совершенная Японией, резня в Сребренице или геноцид в Сребренице, геноцид армян, совершенный Турцией, про геноцид армян есть видео на канале, я оставлю ссылку, геноцид Бангладеш, совершенный Пакистаном, зверства, совершенные Францией в Индокитае или в Алжирской войне и так далее. И проявляются в убеждении, что обвинения являются исторической неправдой. Отрицание также имеет тенденцию утверждать другую версию конфликта, которая не является альтернативной истиной, учитывающей все факты, а является контраргументом, искажающим, скрывающим и намеренно отрицающим доказанные факты. Например, отрицание Холокоста. Холокост в широком смысле – это преследование и массовое уничтожение нацистской Германии представителей различных этнических и социальных групп, поляков, евреев, советских военнопленных, цыган, гомосексуальных мужчин, масонов, безнадежно больных, инвалидов и других. В узком смысле преследование и массовое уничтожение евреев, живших в Германии на территории ее союзников и на оккупированных ими территориях во время Второй мировой войны. Систематическое преследование и уничтожение евреев в нацистской Германии коллаборационистами на протяжении 1933-1945 годов. Наряду с геноцидом армян в Османской империи является одним из самых известных примеров геноцида в XX веке. Или ГУЛАГа. ГУЛАГ – это правительственное агентство, отвечающее за советскую сеть исправительно-трудовых лагерей, созданных по приказу Владимира Ленина, которое достигло своего пика во время правления Иосифа Сталина. Также слово ГУЛАГ используется для обозначения всех исправительно-трудовых лагерей, существовавших в Советском Союзе. ГУЛАГ признан главным инструментом политических репрессий в Советском Союзе. Представляет собой не новую, обогащенную, сбалансированную историю, показывающую неизвестные или вновь открытые, но точные, поддающиеся проверке факты, а вымышленную историю, в которой существование нацистских газовых камер или трудовых лагерей в Сибири преуменьшается, отрицается или даже оправдывается определенным контекстом. Такой подход исторически неверен, поскольку он выбирает источники, сохраняя только те, которые подходят для рассказчика, вырывая их из контекста и используя их, чтобы привести к оскорбительным обобщениям, например, утверждая, что ни в одном документе Третьего рейха не упоминается истребление населения или подвергая оскорбительному сомнению исследовательскую работу американского историка, виднейшего историографа по Холокосту Рауля Хильберга. Это по своей сути абсурдно, поскольку отрицатели отрицают факты, на которые они должны логически претендовать, поскольку это были действия, соответствующие боевым намерениям, режимам, которые защищались. Отрицание противоположно долгу памяти. Победители любой войны никогда не стесняются как можно громче упоминать о военных преступлениях, совершенных проигравшими, и часто отрицают совершение преступлений со своей стороны. Тем не менее, критический взгляд на современную историю показывает нам, что все воюющие стороны, участвующие в конфликте, должны нести ответственность за преступления.